7 апреля 1945 года. Восточно-Китайское море. Линкор «Ямато» идет к Окинаве. Это крупнейший линейный корабль, когда-либо выходивший в море. Снаряд его главного калибра весит почти 1,5 тонны. Такая пушка способна забросить его более чем на 40 километров. Но топлива на возвращение кораблю не дали. Экипаж знает об этом еще до выхода из порта. «Ямато» должен прорваться к Окинаве, выброситься на берег, став неподвижной артиллерийской батареей. Стрелять, пока не кончатся снаряды. До берега он не дойдет. Американские самолеты находят линкор в открытом море. Заходят волна за волной и стараются бить торпедами в один борт. Корабль должен потерять равновесие и перевернуться. Через 2 часа «Ямато» ложится на бок. Взрыв разрывает корабль, а столб дыма поднимается на несколько километров. Главное орудие линкора не сделали по американскому флоту ни одного выстрела. Огромный корабль строили вокруг пушек, которые в его последнем бою оказались почти бесполезны. Как оружие, ради которого государства тратили огромные бюджеты, за несколько десятилетий потеряло власть над морем. И как самый мощный линкор в истории повторил судьбу деревянной Мэри Роуз из прошлого выпуска. Всем привет! Это канал «Оружие от А до Я», где мы говорим об оружии и людях, чьи жизни оно изменило. В прошлый раз мы остановились на дате 9 марта 1862 года. В этот день «Монитор» и «Виргиния» сошлись в первом бою бронированных кораблей. Ядра отскакивали от металла. За несколько часов стало ясно, что деревянный военный корабль устарел. Но броня создала новую проблему. Чем теперь ее пробивать? Ответ казался очевидным. Нужна пушка крупнее. Если снаряд не пробивает борт, нужно сделать его тяжелее. Если ему не хватает скорости, понадобится более длинный ствол. Так началась гонка между броней и калибром. Кораблестроители добавляли сталь, оружейники отвечали новым орудием. Корабль становился тяжелее, и вскоре ему снова требовалась более мощная машина. К концу XIX века броненосцы превратились в плавучие склады артиллерии. На одном корабле могли стоять пушки сразу нескольких калибров. На чертеже это выглядело разумно. Большие орудия били далеко, средние работали на меньшей дистанции, малые защищали корабль вблизи. В бою такая система создавала путаницу. Вокруг цели поднимались всплески от десятков снарядов. Наводчик видел воду, дым и чужой корабль где-то на горизонте. Понять, какая пушка попала, а какая промахнулась, становилось почти невозможно. Для точной стрельбы кораблю требовался единый главный калибр. Эту идею продавил британский адмирал Джон Фишер. Фишер занимал пост первого морского лорда и не любил осторожные решения. Он потребовал построить корабль, который превосходил бы любой существующий линкор в скорости и дальности огня. На нем оставили один главный калибр. Обычную паровую машину заменили турбиной. Корабль назвали «Дредноут». Его заложили 2 октября 1905 года. Меньше чем через 4 месяца корпус уже спустили на воду. К концу следующего года линкор был готов к службе. Для корабля такого размера это была почти невероятная скорость. Но настоящее потрясение началось после его появления. Дредноут не просто усилил британский флот. Он сделал устаревшими все линкоры, построенные до него. Для них даже появилось новое название – додредноуты. Получалось, что Великобритания одним кораблем обнулила многолетние программы других стран. Германия могла либо начать строительство заново, либо смириться с отставанием. Началась новая гонка. Линкоры росли, орудия становились дальнобойнее, броня утолщалась. Но вместе с расстоянием между кораблями менялся сам морской бой. Раньше человек видел неприятеля, наводил пушку и следил за выстрелом. Теперь враг едва помещался в окуляре. Попадание все чаще зависело от механизмов и расчетов, сделанных задолго до первого залпа. Исход боя стали решать до первого выстрела. 31 мая 1916 года. Северное море, недалеко от полуострова Ютландия. Навстречу друг другу идут 2 крупнейших флота Первой мировой войны. Британский Гранд Флит пытается перехватить германский флот открытого моря. На таком расстоянии вражеские корабли выглядят со спичечный коробок. Человек у прицела уже не может просто направить ствол на цель. Пока снаряд летит, корабль успевает пройти сотни метров. Нужно заранее вычислить, где он окажется. Теперь этим занималась механическая вычислительная машина. Она сводила воедино все, что могло изменить полет снаряда. После этого механизмы передавали рассчитанные данные в башне. Наводчик выполнял команду.
Он мог идеально сделать свою работу и все равно не понимать, куда именно упадет выпущенный им снаряд. На борту британского линейного крейсера Queen Mary замечают опасный всплеск рядом с одной из башен. Через несколько секунд корабль исчезает в огромной вспышке. Он не тонет постепенно. Корпус разрывает мгновенно. Уйдя под воду за считанные минуты, корабль уносит за собой больше 1000 человек. Позже, разбираясь в причинах взрыва, станет ясно, что британцы сами сделали свои линейные крейсеры уязвимыми. Экипажам нужно было стрелять быстрее, поэтому между башнями и пороховыми погребами оставляли открытый путь для подачи зарядов. Лишний залп мог решить бой, но теперь любая вспышка в башне получала прямую дорогу к боезапасу. В машинном отделении Queen Mary работает кочегар Альберт Эдвардс. По семейной легенде, взрыв выбрасывает его через дымовую трубу прямо в море. Эдвардс остается жив и почти не получает ранений. Вокруг горят обломки корабля, на котором он только что служил. Кочегар долго держится в воде, пока его не подбирает немецкая подводная лодка. Остаток войны он проведет в плену. Подумать только, спасли его люди, против которых он некоторое время назад воевал. Командующий британскими линейными крейсерами, вице-адмирал Дэвид Битти, в тот день видит, как один за другим взрываются два его корабля. После второго взрыва Битти произносит фразу, которую потом будут повторять десятилетиями. «С нашими кораблями сегодня что-то не так». Проблема появилась задолго до Ютландского боя. Инженеры рассчитали дальность стрельбы. Конструкторы проложили путь от порохового погреба к башне. Командиры решили, что высокая скорострельность стоит риска. Люди на корабле получили результат этих решений, уже в бою ощутив риски на себе. Наводчик больше не определял попадание одним движением рук. Кочегар внизу вообще не видел противника, но ошибка наверху могла за несколько секунд решить судьбу их обоих. Ради скорострельности корабль превратили в пороховую ловушку. Одного попадания в башню хватало, чтобы огонь дошел до погребов и уничтожил все судно. Время шло. Новые решения в мире вооружения поставили под вопрос достигнутое ранее господство линкоров. Май 1941 года. Германский линкор «Бисмарк» выходит в Атлантику. Это один из самых современных боевых кораблей своего времени, его защищает тяжелая броня. Главное орудие способно пробить борт почти любого противника. В Датском проливе «Бисмарк» вступает в бой с британскими кораблями. Через несколько минут линейный крейсер «Худ», гордость британского флота, взрывается и исчезает под водой. Из всего экипажа спасаются только 3. После этого на «Бисмарк» начинает охоту почти весь британский флот. Немецкий линкор уходит к французскому побережью. Если он доберется до зоны действия немецкой авиации, британцам придется прекратить преследование. Расстояние сокращается медленно, «Бисмарк» почти уходит, и тогда над морем появляются британские бипланы «Swordfish». Рядом с линкором они выглядят нелепо. Медленные самолеты с полотняной обшивкой словно прилетели из прошлой войны. Им приходится атаковать в шторм. Внизу мечется море, впереди стреляет огромный корабль, а пилоты ведут самолеты почти у самой воды. Одним из них был Джон Моффат. Позже выйдет книга под названием «Я потопил Бисмарк». Моффат это название не любил. В темноте и шторме никто не мог точно определить, чья торпеда попала в нужное место. Он до конца жизни говорил, что успех принадлежал всей эскадрилье. Но действительно, всего одна торпеда решила судьбу линкора. Она попала в корму и повредила рулевое управление. На корабле работали машины. Орудия оставались боеспособными. Броня все еще защищала корпус. Но капитан больше не мог выбрать курс. Бисмарк начал ходить по кругу. Представь, корабль длиной больше 2 футбольных полей. 1000 тонн брони, огромные башни, сотни людей в машинных отделениях. Все это продолжает работать, и все это бесполезно, потому что небольшой кусок металла заклинил руль. Экипаж пытается вернуть управление, люди спускаются к поврежденной корме, но море не дает провести ремонт. Французский берег остается впереди, линкор не может повернуть к нему. Утром британские корабли находят «Бисмарк» и открывают огонь. Немецкие артиллеристы отвечают, но корабль не способен удерживать нужный курс. Снаряды разбивают надстройки и башни. Дистанция постепенно сокращается. Один из сильнейших линкоров мира превращается в неподвижную цель.
Через 396 лет после гибели Мэри Роуз история повторилась в другом масштабе. Мэри Роуз несла слишком много тяжелых пушек. Во время поворота корабль накренился, вода попала через открытые порты, и вся его сила потянула корпус на дно. Бисмарк обладал броней, двигателями и мощной артиллерией, но одна уязвимая часть лишила его возможности использовать все остальное. Иногда самому сильному кораблю достаточно повредить то, без чего его сила не работает. Перенесемся на Гавайские острова. 7 декабря 1941 года. Пёрл-Харбор. Тот самый момент, когда цель вышла за пределы выстрела. 8 американских линкоров стоят у причалов. Их строили для артиллерийского боя. Корабль должен был увидеть противника на горизонте, развернуть башни и начать стрелять. Но противник не появляется на горизонте. Он приходит сверху. За 2 часа японские самолеты топят или выводят из строя почти весь линейный флот, собранный в гавани. Главные пушки американских линкоров так и не получают цели. Стволы рассчитаны на корабль, который должен находиться в десятках километров по курсу. Самолет подлетает с другой стороны и сбрасывает оружие прямо на палубу. После Пёрл-Харбора адмиралы уже не могли считать другой линкор единственной главной угрозой. Авианосец мог атаковать издалека. Его самолеты находили цель за сотни километров от собственного корабля. Линкору требовалось сначала обнаружить авианосец, потом приблизиться к нему на дистанцию выстрела. Самолетам ждать не приходилось. Через несколько месяцев это стало ясно еще раз. В мае 1942 года американские и японские флоты сошлись в Коралловом море. Их корабли находились далеко друг от друга. Артиллеристы не видели неприятеля, самолеты атаковали вместо них. Впервые крупное морское сражение прошло так, что главные силы двух сторон ни разу не подошли на дистанцию пушечного огня. Через 4 года после Пёрл-Харбора Ямато вышел в свой последний поход. Японцы все еще обладали крупнейшим линкором в мире. Его главные башни весили больше, чем многие боевые корабли прежних эпох. Но размер пушек уже не давал прежнего преимущества. Чтобы применить их, Ямато должен был приблизиться к американскому флоту. Американцам приближаться не требовалось. Самолеты нашли линкор в море и атаковали с разных направлений. Пушки главного калибра, вокруг которых строили весь корабль, почти не участвовали в его последнем бою. Получилось странно. Чем мощнее становился линкор, тем больше людей и ресурсов требовалось, чтобы доставить его орудие к цели. Авианосец отправлял к цели самолет. Прошло еще 22 года. 21 октября 1967 года израильский эсминец «Эйлат» находился недалеко от собственного берега. Его обнаружили египетские ракетные катера. Каждый такой катер был намного меньше кораблей, которые раньше считались главной силой флота. На его палубе не стояло гигантских башен, ему не требовалось выдерживать артиллерийскую дуэль. Катер выпустил ракету. После запуска наводчику уже не нужно было держать цель в прицеле. Ракета искала корабль сама. Эйлат получил несколько попаданий и затонул. Небольшой катер сделал то, для чего раньше строили линкор весом в десятки тысяч тонн. Он уничтожил крупный корабль, не входя с ним в пушечный бой. С этого момента размер орудия окончательно перестал определять силу флота. После такого поражения от линкоров отказались? Не сразу. Американские корабли типа «Айова» еще долго оставались в строю. Их огромные пушки обстреливали берег во Вьетнаме. Позже они снова стреляли во время войны в Персидском заливе. Против укреплений на суше такая артиллерия все еще была страшным оружием. Но старый бой, где 2 линкора сходились и пытались пробить броню друг друга, уходил в прошлое. Теперь корабль мог получить удар от противника, которого экипаж даже не видел. Расстояние определялось уже не дальностью пушки, а возможностями самолета, радара или ракеты. Вернемся к Ямато. Почти 100 лет инженеры пытались ответить на один вопрос: каким должен быть линкор, чтобы победить любой другой линкор? Они утолщали броню, увеличивали калибр, строили машины, способные нести этот вес через океан. Ямато стал последним и самым тяжелым ответом. Но к моменту его появления изменился сам вопрос. Противник больше не обязан был подходить под выстрел. Линкор мог пережить попадание тяжелого снаряда. Он мог пробить броню противника на дистанции до 42 километров. От самолета или ракеты это не спасало. Пушка проделала долгий путь в морских боях. Сначала она позволила потопить корабли еще до абордажа, потом превратила экипаж в расчет огромной машины. В конце эта машина столкнулась с оружием, которому не требовалось подходить к ней близко.
7 апреля 1945 года люди на Ямато готовились к последнему артиллерийскому бою. Такого боя не произошло. Корабль затонул от оружия, против которого создавался совсем другой флот. А через 2 десятилетия ракета показала, что даже самолет больше не обязателен. Что произошло потом, когда морской бой окончательно перешел к радарам, ракетам и компьютерам, это уже другая история. И людям внутри кораблей от этого безопаснее не стало. Подпишись, тут интересное об оружии.